Привет, ребята! В этом выпуске я покажу вам несколько секретных рисунков, которые прячутся у всех на виду. Что вы видите? Точнее так, видите ли вы рыбу? Наши глаза, естественно, притягиваются к колоннам и гигантскому дверному проему. Но если мы посмотрим на вот эту стену, мы увидим вырезанную на стене рыбу. Но почему это вырезано здесь? По какой причине? Рыба практически не детализирована и не отполирована. Она специально вырезана нечетко, чтобы ее не было видно случайным посетителям. Однако, если мы внимательно посмотрим, то увидим, что это причудливая декоративная рыба. Посмотрите, сколько у нее плавников, включая хвостовой. Почему древние строители вырезали ее именно здесь? Это какой-то символ или сигнал? Если да, тогда почему он высечен в таком месте, куда никто не посмотрит? Вот красивая монолитная колонна, и можно легко загипнотизироваться деталями воинов. Но 99% посетителей пропустят эту пару целующихся рыбок. Почему они вырезаны там? И посмотрите на детали этих рыб, они просто фантастические. Но зачем их размещать на высоте 6 метров над землей, в месте, куда никто не смотрит? И что это означает? Я приближаю телефоном и смотрю на хвост. Это пара экзотических рыб, и эта резьба слишком красива, чтобы размещать ее на такой высоте. Что за необходимость вырезать таким образом рыб по всему храму? И почему древние строители разместили их так, чтобы люди не замечали их? Посмотрите сюда. Сейчас вы, вероятно, даже не видите ни одной рыбы. Но рыбы на самом деле прямо перед вами. 99% людей, даже если будут внимательно смотреть, совершенно пропустят этих рыб. Создается впечатление, что древние строители умели прятать вещи у всех на виду, используя основные человеческие наклонности. Забудьте о документировании символов или поиске их смысла, если даже невозможно найти все спрятанные резные фигурки рыб. И как можно ожидать, что посетители их увидят? Я бывал в этом храме очень много раз, поэтому вы видите меня в разных нарядах в одном и том же храме. Сейчас я даже отрастил бороду, но каждый раз, когда я прихожу сюда, я нахожу все больше и больше фигурок рыб. Многие из них спрятаны в темных углах. Но почему их так много? Для этого должна быть какая-то причина. Но в некоторых резных фигурках есть одна деталь, которую я нахожу очень интересной. Видите ли вы этот приподнятый прямоугольник вокруг рыбы? Неужели этот прямоугольник – это просто граница барельефа? Или это настоящий контейнер, в котором находится рыба? А может, это рыба внутри стеклянного контейнера? Например, как образец в биологической лаборатории, чтобы изучать его внешнюю морфологию. Если вы посмотрите на различные виды рыб в лаборатории, вы, вероятно, увидите их именно такими. Вы бы увидели рыбу, но также увидели бы и стеклянную тару вокруг нее. И мы можем видеть это на многих резных фигурках в этой области. И не только с изображением рыб, но и других животных и растений. Могли ли древние индийцы изучать и классифицировать различные виды рыб так же, как сегодня их изучают современные биологи? Сегодня мы видим, как они навешивают на них ярлыки и стрелки, указывающие на некоторые особенности. Здесь мы видим двух рыб, следующих друг за другом, но между ними есть стрелочка в виде треугольника. Я имею в виду, что этот барельеф вообще значит: хвост первой рыбы заканчивается здесь, но после этого идет треугольник, как будто они пытаются пометить ее хвост. А дальше другая рыба. И снова все находится внутри приподнятого прямоугольника, как в стеклянном сосуде в биологической лаборатории. Вот тут мы снова видим рыбу, только у нее нет глаз. И вообще у нее нет никаких особенностей. А знаете ли вы,
что в глубинах океанов водится несколько разновидностей слепых рыб. Посмотрите на эту слепую рыбу. У нее нет глаз, очень мало чешуи и бледный окрас. Это редкие виды, которых мало кто может найти. Чтобы их исследовать, нужно погрузиться в воду на большую глубину. Тогда откуда они знали про слепую рыбу, чтобы вырезать ее в этом древнем храме? Опять же, было ли это выставлено в стеклянной банке для научных целей? Изучали ли они и документировали ли различные виды рыб? Здесь вы видите вырезанную рыбу. Она настолько большая, что вы можете увидеть все ее особенности, различные плавники, спинной и грудной, ее рот и хвост. На следующем столбе вы можете увидеть еще одну рыбу. Возможно, вы думаете, что это один и тот же вид, но есть некоторые отличия. Здесь глаза выпучены, в отличие от предыдущего барельефа. Сбоку этого столба снова еще одна рыба. В задней части предыдущего столба снова еще одна рыба. Но зачем? С третьей стороны этого столба снова рыба. Рыба – это странная вещь для вырезания повсюду. Почему они продолжали вырезать рыбу за рыбой на этих столбах? Почему каждая рыба индивидуальна? Я думаю, что они показывают нам различные виды рыб. Посмотрите на эту резьбу. Эти рыбки выглядят довольно экзотично. Если мы их раскрасим, они будут выглядеть просто потрясающе. Это похоже на пару декоративных рыбок, которых мы покупаем для домашнего аквариума. На мой взгляд, нет никаких сомнений в том, что древние строители пытались задокументировать различные виды рыб и показать их нам подобно тому, как мы сегодня смотрим видео о разновидностях рыб и животных на планете. Но это не просто классификация различных видов рыб. В зависимости от ваших склонностей, вы можете найти и другие вещи, такие как поведение и психология. Я думаю, именно поэтому они вырезали одну рыбу, внимательно следя за другой рыбой. Некоторые из вас могут подумать, что они дерутся, или рыба сзади пытается охотиться и съесть рыбу впереди. Но посмотрите на размер этой рыбы. Получается, что меньшая рыба преследует большую рыбу. Так что они не дерутся, а скорее наоборот. Это называется спариванием. Самцы рыб обычно следуют за самкой в ритуале спаривания. И вырезано все именно так потому, что самцы обычно мельче и тоньше, а самки обычно крупнее. И самцы всегда преследуют самок. Я имею в виду, что это просто замечательно, как древние строители изучили все мелкие детали этих рыб. А тут мы видим другое поведение. Две рыбки целуются. А на самом деле все наоборот. Здесь не целуются, а дерутся. Когда две рыбы целуются, они, скорее всего, проявляют территориальную агрессию, как два животных, борющихся за свое пространство. Конечно, мы анализируем эти рисунки только с научной точки зрения. Если вы артистичны, вы начнете смотреть на эти резные фигурки совершенно под другим углом. А здесь вы можете видеть двух рыб, но они не целуются, они делают что-то другое. Они делят одну голову на двоих. Если мы прикроем одну рыбу, мы увидим, что голова принадлежит другой рыбе. Но можно сделать и наоборот. Это называется оптическая иллюзия. Сегодня наука, искусство, духовность – все это отдельные области, но в древности все было смешано воедино. Надеюсь, вам понравилась эта 1300-летняя Википедия о рыбах. Конечно, мы так и не расшифровали, почему древние строители вырезали некоторые из них в странных местах, куда никто не смотрит. Возможно, вы знаете, зачем они это сделали. Пишите ваши мысли в комментариях. Я Правин Мохан. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика.
Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.